будет никто спрашивать, почему такая тематическая футболочка? А, сегодня же Новый год, да. Вот. Почти 11 часов. 10:40. И мы в аэропорту. Ну, давай. Какого? Как его? Ну, Хивусатура Рамгулама, первого премьер-министра Маврикии. Национальный герой. я прошу прощения за мой французский, но уже на второй день имя Сивасагура Рамгулама я произносил без запинок. Потому что он везде, на всех монетах и на банкноте в 2000 маврикийских рупий, названиях учреждений, парков и много чего. Рамгулам – пламенный сторонник политических идей Махатмы Ганди. Был очень популярен среди населения страны, которое считало его отцом нации. Вот он символ острова. Птица Додо, которая вымерла уже. Потому что она летать не умеет, она только бегала, короче. И они ее сожрали всю. Паспортный контроль. Проверяет, куда приехал, где живешь, смотрят, прошли все вместе. И второй какой-то контроль, написано health контроль, то есть контроль здоровья. Я так понял, что это для страховки, потому что первоначально я слышал, что надо было, требование иметь при себе страховку обязательно. Но проверили паспорт в очередной раз просто. И все. Мы на Маврикии, остров вулканического происхождения. Вообще его открыли в 1507 году португальцы. Потом в 1598 на него положили глаз голландцы, и он что-то 40 лет там простоял, а что никому не нужно будет. И они заселились, по-моему, уже в 1638. Первое поселение было 25 человек. Недолго это продлилось, потому что надо было продовольствие доставлять, и все, а короче, они его забросили. Смысла не было, потому что здесь вообще он не обитаемый. Потом французы приглядели его. Наполеоновская армия, Наполеоновский флот начал кошмарить английский флот, который был в Индии. Вот. Ну, потом мы французам накидали. В общем, империя французская ослабла. И, они сдались англичанам по-быренькому. Я уже не помню, там 1700 какой-то год. В общем, вот как-то так. Но здесь национальный язык французский. Но движение левосторонние, розетки английские. Такой вот перемешка. Наталья уже смотрит царапинки. Вот такую машинку взяли, шикарную. Правда, по документам проходит. По документам почему-то проходит вот такая машина. Отдали такую. Обман уже начался. Навью 638. Шикарно. Единственного на острове международного аэропорта до нашей виллы Фло-Вилла в поселке Ля-Галет. Около 50 километров и часа пути. Именно в этой юго-западной части острова находится 80% всех достопримечательностей. Кому интересно, машину арендовали из России. Local Rent. Платите 15% российской карты, остальное на месте наличкой. Страшилка про везде стоящие камеры, фиксирующие превышение скорости даже на 1 км в час, которая обойдется в 1000 рупий, не актуально. С кого деньги снимать? Кредитку не заводишь.
Да, полицейских на дорогах, особенно по выходным, много. Забегая вперед, скажу, нас тоже тормознули. Мы мчались за местным. Узнав, что мы из России, проверил доки, поулыбался и отпустил. Дороги на острове хорошие, бензин в районе 130 рублей за литр. А это пирамиды, их как минимум 7. К ним не возят туристов, и о них нет ни одного упоминания в путеводителе. Они построены из камней вулканической породы. Наибольшая пирамида достигает высоту 15 метров и имеет 13 ступеней. В 2008 году недалеко от них были обнаружены огромные каменные стены, вымощенные из планированной дороги, террасные и гидравлические системы. Самое интересное в этих пирамидах даже не то, что им около 8 тысяч лет, и что они расположены на небольшом островке, затерянном в бескрайних океанских просторах, а то, что они почти точная копия пирамид с Тенерифе и Сицилии и ряда других мест планеты. Проехав в чайной плантации, мы увидели две огромные статуи бога Шивы и его супруги Дурги, богини-матери в индуизме, относящейся к индуистскому храмовому комплексу Гранд-Бассейн, который построен вокруг священного озера, образованного внутри кратера потухшего вулкана. Их высота 33 метра. Само озеро, которое местные жители называют Гранд-Талау, мы проехали, так как было очень много народу. О нем я расскажу в конце фильма при повторном посещении этого священного для индусов места. Такая первая остановочка по пути к нашей вилле, так как у них больше 50% индусов здесь живет, поэтому в выходные не приезжать и в праздники не приезжать, очень много народу. Вторая статуя богини Дурги была открыта в 2015 году, и вот она является самой большой статуей индуистской богини Дурги в мире. Мангал Махадев, статуя Шивы, любимого индуистского божества, является точной копией статуи, находящейся в Индии, на озере Сурсагар, и третьей по высоте статуи Шивы в мире. Она строилась 20 лет и была открыта в 2007 году. Это одна из немногих статуй состоящего Шивы. В основном в мире он изображается сидящим. Бронзовая краска придает ему вид металлического. Ни индусу его ипостать не понять. Он и созидание, и разрушение одновременно. Символ мужского статичного начала Вселенной и женского динамичного. На букинге есть варианты, но их мало, без предоплаты, расчет на месте и даже действует скидка Genius. Если бы мы не перебронировали этот вариант заново, потому что добавилась пара Рома, он же Серж Горелый и Наташа, нам бы вышло около 800-900 евро, так как изначально на 4 на 11 дней эти апартаменты стоили 600 евро. На холодильник, да, налог. Если берешь из холодильника, сколько-то там рупий. И за стекло берут еще плюс. Давай, мне тоже. Подожди, 3D, давайте возьмем с собой упаковку. Да. Ценники, если в рублях, умножаем на 2. Андрюх, а ты не помнишь, сколько пива там стоило? Я не знаю, там не было ценника. Вот, видишь? Сколько я вижу? Так, прилично, 74. Это получается 150 рублей. 150 рублей. Вы маленькую баночку? Ну, прилично. Да. Здесь дорогое пиво, да. Я просто знаю, что французское вино должно быть дешевым. Французский юар, Ну, вот, а это импорт. Вот, смотри, сколько стоит. Ну, 2000 рублей. Надо все-таки в маркет, слышишь, Роман, надо... Это наш водитель. Будем искать супермаркет с французское и юаровское вино, потому что это пипец. Импорт здесь весь дорогой. Можно не брать пакеты в магазине, можно брать, вот такие коробки везде стоят. Берете и вместо пакета несете, если много. Вот они, оптовики. Ценник пива у нас получился рублей 700. Это литрушка. Крафтовая, но это блонд. Там их 5 видов. Видите, там люди. Да, а там по колено. Это наш первый день на Маврикии. На Маврикии, да. Тут местные приехали сегодня, кстати, отдыхают. Музыку, слушай, как прикольно. Тут они там пикники сегодня. В субботу, да? Джек Дэниелс люди. О, ребят, да, в воскресенье, да, вот Джек, музяка качает, все качает. Мы и пивка себе позволили. А закаты. Мы как раз на западном берегу надеемся сегодня увидеть закат. Вот такой здесь быстрый уже отлив. О, только что здесь ходили. Там вот кораллы. Грубо говоря, там волны разбиваются. Вот эта вся
Километр-два где-то вот так вот. По периметру всего острова. Поселок Ля-Галет, где мы сняли апартаменты, находится в 5 минутах от горы Леморн, на одноименном полуострове, где преимущественно находятся 5-звездочные отели с огромной территорией и высоким уровнем сервиса. В этой части острова мало ресторанов и крупных магазинов, но зато здесь самые красивые пляжи, которые простираются от пляжа Леморн на юго-западе до пляжа Передер на севере, и здесь самые красивые закаты. Ать-два! Закончили упражнение. Нет, еще. Да? Блять, переживай за них. Это водопад Шамарель. Кстати, хотел рассказать про эти пески. Это парк Церы, получается. Это туда дальше. Это пока вьюпоинт именно для водопада. Эти пески 7 цветов имеют, 7 металлов. Я не помню, какие точно, но смысл в том, что тут целая легенда, что когда если даже их смешивать в течение года, они возвращаются в те же цвета. Но учеными было объяснено типа того, что металл какой-то алюминий к металлу цинка, еще что-то притягивается, и за счет этого они возвращаются в ту же цветовую гамму. Это наш личный водитель, Роман. Вообще тут проезд платный, но так как у него кепка хулиганская, воронежская, он стартанул и проехал через... Они у нас спросили, вы участники СВО? Мы им ничего не ответили. Ничего не ответили. Нет, но они все поняли. Такое мороженое 200. Вход 550 сюда, в парк. Без солнца этого смысла нет смотреть. Приезжайте только в солнечную погоду. Будет куча песка. И в сухую. Да, и в сухую, да. Ну тут дождик прошел. Но все равно есть цвета, короче. 7 цветов. Здесь параллельный парк есть, где зиплайн, все дела, развлекания. Там типа 23 цвета. Это болтовня все. Коммерческий ход. Если вот эти пески перемешать, типа того, то я уже рассказал про это канитель. Что, они опять распределяются по цветам? Да. Ну что, вот они, сейшельские черепашки, завезенные с Альдабра. Мой ролик уже на канале про Сейшелы. Смотри. Смотри. Ну-ка руки убрал. Все, живая, все. Очередной вьюпоинт. Шикарный. He's a heartbreaker, a little dangerous, running through your mind with. Пока едем к пляжу, второму из списка обязательных к посещению, первый наш Леморн, немного информации. В Маврике совсем нет мигрантов и прочих беженцев. Уровень крашей преступности официально самый низкий из всех стран Африки. Хотя, казалось бы, до ЮАР рукой подать, а там преступность сумасшедшая. Камеры на Маврике повсеместно, даже на пляжах по 5 штук. Инфраструктура, люди и все остальное по менталитету ближе к развитым странам. Макдак! Большой супер Ой, пойдем сейчас еще. Еще оле, 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 оле. Опять очередное мое восхищение. Купил вот такую
Это ипу я купил, PLL. Ну, это, естественно, Вайс, по-моему, да. Это все маврикийские. И вот это тоже крафтовые дела. Вот это Амбер, вот это PLL, а вот это Вайс. Маврикий не пивная страна, но при этом помимо 2 крупных пивоваренных заводов, тут есть несколько частных небольших пивоварен, которые варят очень достойные сорта. 137 вообще можно сделать. Маврикийское вино дешевое и плохого качества, оно все из привозного виноматериала. Это как раз тот вариант. Такие помои. Ну вот его на пробу взять. Ценовой диапазон до 150 рублей будет вам подсказкой. И одно нормальное возьмем, давай. Вот 252, вот смотри. Пинотаж вообще офигенная тема. Все включено. Давай вот это возьмем. Давай. Вот давай пинотаж и Рубик Каберне. Сахар и местный ром являются самым популярным сувенирами с острова. Тут более 50 заводов и мини-заводов по его производству. Маврикийские женщины, и вообще мужчины, здесь, короче, растет сахарный тростник, из него делают ром. Но они так привыкли к сладкому, что по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, они занимают первое место, маврикийцы, по заболеванию диабетом. Психанул я с пивом. В супермаркетах цены обалденные, сразу говорю. Ну, мы зашли сейчас в туалет. Короче, туалеты, пляжи, все муниципальные, в основном. Они все чистые, на удивление. Страна не дешевая, конечно, но то, что беспошлино, это дешево. Мы вот решили с Натальей взять курочку на вечер. Ну, не только мы. У нас будет отдельный курс. Заехали в банк менять, сразу вам говорю. В банке вот такой курс. Наверное, меняется, конечно, но в любом случае в аэропорту выгоднее. Там 48,2, а здесь 48. Хотя не факт, курс может прыгать, как я читал, не сильно. Кстати, до 1878 года у Маврикии не было своих денег, и с этого года официально национальной валютой Маврикии установили индийскую рупию. Только к концу 20 века индийская рупия полностью выведена из оборота, и национальной валютой страны становится маврикийская рупия. В коллекцию мы увезли монеты всех достоинств, особенно нас интересовали 5 и 20 центов, а также монета в полрупии. И это не 50 центов, а именно полрупии, так как с 2024 года центы полностью уберут из оборота. Приехали в очередной пляж Flick and Flack. Шикарное место. Вот такое. Как говорится, must have. По Маврикии только на машине. Только на машине. Автобус возможно в любую точку доехать, да, но с 2 пересадками, там, с 3. Они едут под каждым кустом останавливаются. Вот такой вот шикардос. Такой шикардос. Ну, здесь все, я так понял, отельчики, да, вот блатные. Вон наша гора. Вроде близко так, да, ну, кажется, смотри, вот так. Это же наш гора? Спартак чемпион. Спартак, блядь, второй раз уже. Придется запихивать. Вот такое здесь везде. Вот идешь. Там, короче, аквасоксы только. Вот ежик, пожалуйста. Да не, вон шевелится. Шевелится. Ну что, будем брать? Давай. Слушай, он реально острый. Острый, конечно, нет. А ты говоришь, такие завальчики есть, провальчики. Хотя пляж шикарный. Ну что, он весь на коралловом рифе находится, весь остров. Что тут ожидать-то? Вот на всех пляжах вот это все есть. Душевые, туалеты, все культурно на всех. Они все муниципальные, бесплатные. Слышь, сосед, можешь чутка потише? Мне сейчас очень хреново. Пошел ты. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла.
Веселый молочник. Сдавать. Какая-то очередная обезьянья остановка. Ну что, будешь тырить мне камеру? Такие локальные рынки по пути дешевле магнитики, чем в супермаркете, естественно, да. Все дешевле. Все улыбается, нормальные такие людишки. Мы просто едем, все собираем. Что, мы 11 дней здесь. Посмотреть должны. Остров-то что там? 40 на 60, что ли? Вот он, красота. Вот она, красота. Ближайший водопад туда, Александр водопад. Может быть, это он. При въезде написано Александр Фоллс. Про него говорят, что такая бестолковая достопримечательность, что его не видно, он весь в джунглях. Наверняка у вас возник вопрос. Сколько нужно времени на все достопримечательности? Достаточно 5 дней, если вы живете в юго-западной части острова, и у вас машина под боком. Но если вы любитель пешеходного туризма, то и 10 дней мало. Только национальных парков и заповедников не меньше 8. В национальном парке ущелье Черной реки, в котором они сейчас, общая длина туристических троп – более 60 километров. Со скалы. Ну, Так, так себе, да. Ниагарский. Как здесь погода-то быстро меняется. 2 километра проехали, дождь. Сразу другой вид. Как так? О, там солнышко уже, смотри. Да. Вообще нормально. Ну вот 5 минут прошло. Охренеть. В этом весь Маврикий. Вход в парк 400. Мы взяли на велосипедах. Ну это прикольно, но никогда На велосипедах, да, никогда. Короче, 3200 на двоих. 1600. Ну, зиплайми там 1000 с чем-то. Летать 1,5 километра. Посмотрим. С погодкой так себе, но ладно. Спросили, сколько килограмм. Я сказал 100. Она что-то глаза выпучила, я сказал 90. Тогда ладно. Вот такие мы мясники. Димон! Я здесь. Вот такую штуку надел. Оба! Оба! Блин, опять переспросил. Говорит, ты не 90, ты 100. Привет, ребят. Смотри, мы как мясники в шапочке. Maybe you try it. Maybe you try it. Maybe you try it. Maybe you try it. Maybe you 1960 год считается началом туризма на Маврике. Именно в этом году сюда полетели первые туристы из Европы. Для них открыли парк Шамарель, который назывался Семицветными песками, с его 100-метровым водопадом, и ботанический сад Памплемус, так как другие развлечения на острове отсутствовали. Через 40 лет открыли этот парк экстремального отдыха, где есть точно такие же цветные пески, но с 23 оттенками. На самом деле это чистый маркетинг. Горная порода и там абсолютно одинаковая. Англичане завезли здесь оленей. И был тайфун, не помню в каком году. И они разбежались, потому что там ограду сломало там вот этим тайфуном. И они теперь по всему острову олени. Вот, а пески, да, вот они. Но в такую погоду, во-первых, не увидишь. Сейчас Наташка поедет. Yeah, yeah. Yeah, yeah. То же самое. Вот, я думаю, вот такая 200. Взяли билетик за 1200 с автобуса на 45 минут. На автобус ходит редко. 9:30, 12. Будем ждать. Час целый. You can say what you want, but I know you hurt at night. But I tried and I tried and I tried to hold you tight. So I'm here tonight, and I'm giving us one last chance.
Love you better. Oh, la 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 love you better. La la love you better. Все, Ром, секс. Чао! Меня зовут Серж Горелый, и это шоу «Предварительные ласки». Мое шоу по-прежнему смотрят неуверенные в себе сопляки от 16 до 60 лет. Итак, для начала привлеки ее внимание. Лыжню! Привет, террариум! И, кстати, оргазм у свиньи длится 40 минут. Сделай девушке комплимент, перед которым она не устоит. Такая девушка, как ты, заслуживает большего. То есть большого. Надеюсь, ты понимаешь, что я у тебя последний шанс. А у тебя сердечко во время секса не остановится? После поцелуя твое сердце начнет биться чаще от предвкушения предстоящего секса. И как раз в этот момент происходит следующее. Алло, Ашот, приезжай. Тут стопудовые варианты. Один реально стопудовый. Я надеюсь, вы не собираетесь меня насиловать долго? А вам не показалось, что у меня учащенное сердцебиение? Мое сердце вот-вот вырвется из штанов. Очень важно сразу после секса сказать девушке то, что она хочет услышать. Я все понимаю, конечно. Но нафига так орать, а? Пойдет. Сколько я тебе должен? Поздравляю, вот ты и добился своего. Смотри мое шоу, и ты узнаешь, как с помощью велосипеда без сидушки намекнуть девушке на секс. Целоваться лезет. Слюна потекла. Ну все как у нас. Ни хрена себе, там штукенция лезет туда под панцирь. Немножечко сексуального контента. Не замбанили бы. Давай, сам. Вот на такой штуке нас повезут. Жираф нет, ну что такое? Площадка для них. Где они? Дурацкая система. Следующая остановка к львам и зебрам. Автобус приходит между этим и этим. Вот такая толпень не влезет точно. Гора тоже красивейшая. Тамарин, по-моему. Мы купили минимальную базовую программу. В парке также есть различные зиплайны, скалодром. Как в предыдущем парке, но менее экстремальные и дешевле. Можно отправиться на часовую или двухчасовую экскурсию на квадроциклах и сегвеях. Есть VIP-программы. Самые крутые из них все, что связано с большими кошками. Кормление, поглаживание. Но самая крутая прогулка со львами. Не меньше 80 евро за 15 минут. Количество посетителей на определенную программу ограничено. Нужно записываться и приобретать билеты заранее. Это касается и завтрака с жирафами, на который я почему подумал, что она бесплатная. Короче, с маленькими детьми здесь делать вообще нехера. Логистика так себе. Один автобус доходит до точки, где куча народу. В общем, если делать нехрена, есть лишних 3 часа, 4, то можно. 1200, 2400 рублях. Бутылочки в супермаркете такие принимают обратно. По поводу рома я еще не понял. Средняя вообще цена 20-25 евро. Как бы. Ну, белый коктейльный я не рассматриваю вообще. Я люблю. Вот он. Ну да, треха. Вот он хороший. Вот интересный. Нормальная цена. Нормальная цена. О, Лизи Додо. Везде вот эта птица Додо. Везде. New Grove. Красота с апельсинчиком. Мауритис. Очередной шикарный ужин. Давайте, братульцы. Как же здорово, что все вы здесь. Сегодня братульцы. Ой, винцо юаровское, ребятки. 22 число. Аэрофлот задержал рейс на сутки в связи с 3-м уровнем циклона Элеонора.